Добрый день, дорогие друзья и гости канала! Сегодня у меня салат и закуска 2 в одном. Свекла, сыр и фисташки. Идеальное сочетание нежности, вкуса и красоты. Готовится он совсем несложно, украсит любой праздничный стол и отлично подойдет даже для обычного ужина. Давайте скорее готовить! Все ингредиенты и подробности я оставила под этим видео. Заранее отвариваем или запекаем всю свеклу и очищаем ее. Одну небольшую свеклу или 2, если нужно. Из общего количества нарезаем на тонкие пластинки. Из них мы сделаем красивую закуску. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Сверху также накрываем бумажным полотенцем, чуть позже снимем его. Остальную свеклу натираем на терке. Добавляем соль, перемешиваем и отставляем в сторону. Готовим сырную массу для салата и для оформления закуски. Плавленые сырки натираем на средней терке. Объединяем творожный сыр и плавленые сырки. Добавляем немного сливок для вязкости. Хорошо все перемешиваем до однородности. Из свеклы сливаем лишнюю жидкость. Она нам не понадобится. Чернослив нарезаем небольшими кусочками. Мне удобно делать это ножницами. Два зубчика чеснока трем на мелкой терке. Добавляем сметану и немного майонеза, перемешиваем. У нас получилось 2 массы. Одна свекольная, другая сырная. Обжариваем фисташки, чтобы раскрыть аромат. Несколько половинок оставляем для украшения салата, а остальные мелко рубим ножом. Приблизительно 1/4 сырной массы убираем в сторону для закуски. Приступаем к сборке салата. Покажу свой вариант. У меня квадратное блюдо 25 на 25 сантиметров и квадратная форма 15 на 15 сантиметров. Поставила форму на край, чтобы осталось еще место. Свекольную массу визуально делим на 3 части. Бока формы слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем треть подготовленной свеклы, равномерно распределяем по дну и утрамбовываем. Сырную массу делим на 2 части. Одну выкладываем поверх свеклы и разравниваем. Затем вторая часть свеклы, разравниваем ее,
Следом вторая половина сыра. Завершаем салат третьей частью свеклы. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник для стабилизации на 1 час. А пока займемся закуской. Отложенные ранее свекольные пластинки наполняем сыром, который мы оставили отдельно. Собираем закуску так, как показано на видео. Края обмакиваем в фисташковую крошку. У меня получилось 11 штук. Посмотрите, как красиво. Их также можно убрать в холодильник. Снимаем с салата пищевую пленку, аккуратно извлекаем его из формы и подравниваем края. Рядом выкладываем нашу закуску, чтобы все смотрелось красиво. Посыпаем салат измельченными фисташками. И выкладываем половинки орешков для украшения. Посмотрите, какая красота получилась! Салат можно подавать как отдельное блюдо, закуску тоже. А вместе они превращаются в настоящий праздник для глаз и для вкуса. Как вам идея? Пишите свои впечатления в комментариях, подписывайтесь на канал и до новых встреч!